Добрый день, друзья! Я Владимир Козловский. Это канал «Золото, валюта, богатство». Этот ролик – третья часть роликов, посвященных теме золото, доллар, рубль, как сохранить стоимость структуры сбережения капитала. Ссылка на первый и второй ролики сейчас на экране и под этим видео в его описании. Во второй предыдущей части мы с вами сделали оценку долгосрочной и краткосрочной позиции золото-доллар. Но прежде чем перейти к золоту-доллару, я слегка подкорректирую, сделаю небольшую актуализацию прогноза доллара к рублю. Все предыдущие краткосрочные прогнозы и уровни остаются в силе, как и было предсказано в среднесрочном прогнозе и его корректировках. Доллар достиг сильной зоны сопротивления 93-95 рублей. И сейчас, если доллар пробьет вниз на сессии, внимание, на сессии Today уровень 88-125, то наиболее вероятна коррекция доллара как минимум в область 85 рублей плюс-минус 1,5 рубля. В зависимости от фигуры или паттерна, если это говорить в другой терминологии, которая там сформируется, и от направления ее разрешения, возможен либо возврат и рост к чуть более высоким ценам 95 рублей плюс-минус 1,5 рубля, либо продолжение отката в область 75 рублей плюс-минус 2 рубля. Если при этом будет пробит вниз уровень 75 рублей 23 копейки, то станет высока вероятность похода доллара в горизонте 1-3 квартала как минимум к уровням минимума 2022 года, то есть в районе 50 рублей или ниже. Пока вариант краткосрочного отката в область 85 рублей и последующий возврат к текущим ценам, может быть до уровня 95 рублей, плюс-минус 1,5 рубля, выглядит более вероятным. В случае, если пробоя вниз 88-125 не произойдет, то при пробое максимума июня будет просто, скажем так, подрост к району 95 рублей плюс-минус 1,5 рубля, то есть к верхней границе этой зоны. В первой и второй частях этого ролика мы с вами пришли к выводу, что с точки зрения более качественного сохранения стоимости, более эффективными деньгами по сравнению с фиатными валютами является золото. В этом смысле название темы или провокативный вопрос, чего в портфеле должно быть больше, золота, доллара или рублей, выглядит несколько, как небольшая провокация. Особенно если мы еще будем говорить о других активах. Золото на самом деле не является активом. Золото является более качественными деньгами. Поэтому мы рассматриваем с вами позицию в золоте как нейтральную позицию, из которой мы инвестируем и в которую мы возвращаемся после инвестиций. Поскольку золото является более эффективными инвестиционными деньгами по сравнению с фиатными валютами, то и, соответственно, удачными можно считать только инвестиции, которые приносят нам доход в более качественных деньгах, то есть в золоте. Это означает, что если в результате какой-либо инвестиции мы получили доход в золоте, и с учетом того, что на временных горизонтах от 7 до 10 лет золото в среднем росло ко всем валютам, то значит, что и в этих валютах доходность в процентах будет выше. Грубо говоря, процент дохода от инвестиций будет равен сумме роста актива в золоте плюс процент падения рассматриваемой валюты к золоту. Хочу еще раз подчеркнуть, что я говорю о средних значениях на достаточно длинных, можно сказать, стратегических промежутках времени. Это, грубо говоря, тот средний результат, который в последние 100-150 лет был справедлив абсолютно для всех валют. Но исходя из нашего долгосрочного прогноза, в ролике «Золото прогноз 15-20 лет, экономика России выросла на 20%, кризис на Западе будет еще 40-60 лет». С очень высокой вероятностью эта картина сохранится в ближайшие десятилетия для большинства валют. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео в его описании. Поскольку на средних и длинных промежутках времени все валюты падали к золоту, и в соответствии с нашим долгосрочным прогнозом на горизонте 5, 10, 15 лет продолжит падение, то долгосрочное инвестирование просто в валюты является достаточно мазохистским действием, единственным результатом которого может быть удовольствие от поддержания Вашингтонского консенсуса. Но поскольку нас интересуют не сексуальные девиации, а качественные инвестиции, то мы понимаем, что с учетом полученных нами ранее результатов, валюты являются для нас только расчетным средством для перехода в инвестиции.
или кредитным ресурсом, если мы крепко-крепко подумав, решили инвестировать в кредит. Мы это уже делали в ролике «Золото-доллар 4», часть 2. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию. Когда покупали золото в кредит. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под видео в его описании. Аналогичные инвестиционные операции с использованием кредита в фиатных валютах возможны и в другие активы. Пока мы это делали только на золоте к доллару. Но как это может быть примерно происходить в отношении других активов, можно смоделировать на ролике, как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота, добавив к покупкам за счет собственных средств из золота сделки из второй стратегии, совершая их в кредит. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под видео в его описании. В дальнейшем мы эти возможности разберем, когда подробнее будем анализировать в золоте и валютах недвижимости фондовые активы. Самым простым объектом инвестиций является депозит. И совершенно очевидно, что поскольку депозит – это какая-либо валюта, на которую начисляются проценты, то минимальное условие того, чтобы этот депозит приносил прибыль в золоте, это, по крайней мере, не падение этой валюты к золоту на сроке этого депозита. Именно поэтому и потому, что исторически нас приучили хранить деньги в долларах и других фиатных валютах, мы с вами начали с динамики валют к золоту. Хотя не только поэтому. Сравнивая золото с валютами, нам с вами нужно было убедиться, что золото лучше сохраняет стоимость, а значит является более качественной валютой или более качественными деньгами. По крайней мере в инвестиционном смысле. Еще раз особо подчеркну. Я не говорю, что золото это суперактив. Нет, это просто более качественные деньги. В этом смысле название канала «Золото, валюта, богатство» имеет буквальный смысл, который я вкладываю в золото. В прошлом ролике, то есть во второй части, мы с вами пришли к выводу, что наша текущая нейтральная позиция в золоте по отношению к доллару – это позиция в золоте плюс 3-5% очень долгосрочной позиции в золоте, которые открыты за счет долларового кредита. Краткосрочная короткая позиция в золоте, которая прикрывала на время нашу длинную долгосрочную позицию, должна была закрыться в предыдущие пару недель по критериям, озвученным в прошлом ролике. Закрыться она должна была с очень небольшой прибылью. Сейчас по такой же схеме, что и золото-доллар, мы посмотрим позицию золото-рубль. Логика будет точно такая же, но я не буду повторять все длинные методологические рассуждения предыдущего ролика. Поэтому мы проделаем это достаточно быстро. Если вы не смотрели предыдущий ролик и в какой-то момент вам станет не совсем понятно или будет не хватать обоснованности выводов, то рекомендую посмотреть или пересмотреть уже упоминавшуюся первую и вторую часть этого ролика. А если будет необходимо, то и более ранние ролики, на которые я там ссылаюсь. Для тех, кого не интересует логика и механика взаимодействия позиций разной срочности, не обязательно понимать все до тонкостей и до мельчайших цифр. Достаточно только примерно понять общую логику. Прежде чем перейти к рассмотрению графика, коротко напомню схему наших рассуждений. Рискуя набить вам оскомину, еще раз напомню, что наша нейтральная, то есть стартовая позиция, это всегда позиция в золоте. Все остальное это инвестиции из золота или инвестиции из золота за счет кредита в какой-либо фиатной валюте. В первой части ролика мы с вами на графике стоимости доллара в золоте называли это короткой позицией в долларе по отношению к золоту, подразумевая, что золото является деньгами, а доллар активом. Помните, если в первом ролике мы смотрели обратную котировку стоимости доллара в золоте. Еще один момент. Сейчас мы будем оценивать размеры открываемых позиций разной срочности. Не пытайтесь концентрироваться на конкретных цифрах. Попытайтесь просто понять логику взаимодействия разных позиций. Конкретные цифры не очень важны, тем более, что они зависят от системы анализа рынка и управления рисками. Гораздо более важным является принцип взаимодействия позиций. Если вы сейчас хотя бы уловите его суть, то этого будет вполне достаточно. И для того, чтобы понимать
то, что мы с вами, и для того, чтобы понимать то, что мы будем с вами смотреть дальше. И для того, чтобы правильно воспринять значение текущей позиции золото-рубль. В конце ролика мы с вами получим оценку ее размеров в процентах от капитала и ее временную структуру, а также критерии управления ее размером в виде конкретных ценовых условий. Поэтому переходим к графику золота в рубле. Это история золота в рубле с начала 20-х, отсюда, по начало 90-х, вот здесь, прошлого века. График в годовых свечах. Этот график создан на основе данных Госбанка СССР, международных котировок золота и данных Мосбиржи. Как обычно, все графики, которые используются в этом ролике, есть в публикации на Дзене. Ссылка на эту статью под этим роликом в его описании. Напомню, что мы для расчета позиции предпочитаем пользоваться 2,5 летними и полугодовыми свечами. И склоняемся к тому, что с точки зрения эволюции позиции год начинается в конце марта. Но формат данных и особенности программы, которой мы сейчас пользуемся, не позволяет адекватно отобразить данные с 20-х годов по 90-е в 2,5 летнем масштабе. Поэтому мы с вами смотрим на этот отрезок в годовом масштабе. Сильно это нам не помешает, поскольку мы делаем оценочные, качественные, а не очень строгие количественные выводы. Как, впрочем, и весь технический фундаментальный анализ. Напомню, что этот график нарисован в современном рубле, то есть с учетом двух деноминаций. Хрущевской 1 к 10 в 60-х годах и ельцинской 1 к 1000, это где-то вот там, в 98 году. Для десятилетнего масштаба данных слева слегка не хватает, вот здесь вот. Но мы точно можем сказать, что максимум волны в десятилетних свечах был где-то между 2014 годом и 2024, и между 1914 и 1924 годами. Для определенности будем полагать, что этот максимум был в максимуме 2024 года, то есть вот здесь. В современных рублях это примерно 15 десятитысячных рублях, то есть 15 сотых современной копейки. Вот они цены примерно. Это максимум самой большой гигантской первой волны. Вот этот вот. Поскольку зеленый и синий цвета у нас уже заняты, я обозначил ее оранжевым цветом. Это гигантская первая волна расширения к тому долгосрочному анализу, который мы с вами делали 5 марта 2023 года. В ролике «Золото-рубль. Прогноз на 15-20 лет на март 2023 года». Ссылка на него под роликом в его описании. Пробой этого максимума 2024 года, вот этого, первой гигантской, то есть вот это максимум первой гигантской волны в 70-х годах, означал начало гигантской третьей оранжевой волны. И предполагал возможность открытия супердолгосрочной длинной позиции по золоту к рублю за счет рублевого кредита. На тот момент предположительно мы могли сказать, что эта волна как минимум на несколько десятков лет. Поскольку стоп по позиции минимум первой волны, то есть где-то вот здесь, то есть открывались мы где-то вот здесь, минимум первой волны где-то вот в этой области. В процентах он достаточно глубоко. То позиция могла быть 5-10%, наверное, не больше. Для удобства примем 10%. Но, внимание, обратите внимание на то, от каких цен и, соответственно капитала мы с вами считаем эти проценты. Условно, цены в современных рублях – это 0,1 копейки примерно. Вот здесь. Сейчас цены 1000 рублей, то есть в миллион раз больше. Для удобства примем миллион. Соответственно, и позиция этого десятилетнего масштаба, открываемая в 50-х и 70-х, имеет размер 5% или там 10% от того капитала именно 40-х, 50-х. Она потом еще будет сильно наращиваться в процентах, но эти проценты нужно будет рассчитывать от капитала 40-х, 50-х, но от капитала в золоте.
Обращаю ваше внимание, что реально купленное тогда золото, как было 10% в граммах от общего капитала, так ими и останется, но очень сильно упадут в своей относительной величине по отношению к капиталу кредитные обязательства в рубле, взятые для открытия этой позиции в золоте. Пусть вас не смущает то, что мы с вами как бы непонятно зачем копаемся в глухой древности. Но далее, во-первых, вы увидите, что это имеет непосредственное отношение к сегодняшнему дню. А во-вторых, уже сейчас некоторые аналитики начинают осторожно говорить, что сегодняшняя ситуация в некотором смысле похожа на 30-е или 70-е годы прошлого века. Но на самом деле, исходя из физико-экономических законов, для России более похожей является ситуация конца 80-го, начала 19 века. А для всего остального мира наиболее подходящей аналогией в лучшем случае является ситуация 14-15 веков. Но Россия может эту ситуацию изменить в лучшую сторону для тех стран, которые будут участвовать в ее стратегии выхода из общемировой экономической катастрофы тысячелетия. Говоря о таких дальних сроках, как 14-15 век, я не имею в виду полную аналогию, а только подразумевая масштабы и возможные длительности событий. Это очень важная и совсем не банальная оговорка. Напомню, что условия существования первой гигантской и третьей гигантской волны – это не достижение откатом четвертой волны максимума первой гигантской волны, то есть вот этого места. Очевидно, что поскольку сейчас рынок – это 1000 рублей за грамм, то вероятность выполнения этого условия крайне мала. Это означает, что с очень высокой вероятностью после завершения вот этой гигантской третьей волны мы увидим и гигантскую четвертую, и гигантскую пятую. В силу отсутствия статистики до 20-х годов сделать оценку длительности гигантских оранжевых волн по первой волне, так как мы с вами это делали в долгосрочном анализе, мы не можем. Но если в течение нескольких лет мы получим оценку возможного окончания третьей гигантской волны, то по расстоянию между максимумом первой, вот этой, ну и третьей, там она где-то справа далеко находится, мы сможем оценить порядок длительности четвертой и пятой гигантских волн. Подчеркиваю, не сделать точный прогноз и отлить его в бронзе, а только сделать оценку порядков величин, ну, имеется в виду временных масштабов. Тренд в десятилетнем масштабе реализуется или детализируется посредством тренда в 2,5-летнем масштабе, то есть примерно на порядок ниже. Порядок, напоминаю, это у нас 4-5, отношение 4-5 временных масштабов. Этот меньший масштаб для нас является тем масштабом, в котором мы как бы открываем реальную позицию. А десятилетний масштаб ее структурирует. То есть он говорит, что часть позиций из меньшего масштаба, то есть 2,5-летнего, подчиняется другим, более глобальным условиям закрытия. В 2,5-летнем масштабе у нас было как минимум два условия на открытие позиции. Это пробой максимума 40-х, вот здесь, и пробой максимума 50-х в 1971 году, вот здесь. Это не просто максимумы, это максимум двух импульсных волн. Обратите внимание, импульсная волна 1, импульсная волна 2. В классическом анализе это направленные вверх или вниз флаги или треугольники. Или несколько других конструкций продолжения или разворота. Размер этой позиции, так же как и десятилетний, на этих сделках мог быть в пределах 15-20% от капитала. Для определенности и удобства примем 15. Но поскольку условно сделки было 2, то в итоге наша длинная позиция в этом масштабе в 2 раза по 15, то есть 30% от капитала. Но при более агрессивном управлении рисками она могла быть в разы больше, как и в случае с десятилетней позицией. Но как и в десятилетнем масштабе позиция исчисляется от капитала 40-х 50-х, а рублевые обязательства в дальнейшем сильно обесценятся. Вот здесь, в середине 70-х, вот здесь, что-то тоже могло открыться, но уже на годовом масштабе, то есть на масштабе меньшего масштаба. То есть на временном масштабе меньше, чем 2,5-летний.
А вот на пробое максимума 80-х, в 90-х, вот на этом, на пробое вот этого максимума, вот здесь вот в начале 90-х, однозначно открылась еще одна 2,5-летняя позиция и могла последовать серия сделок по открытию позиций в 90-х и в 2000-х. В итоге по сегодняшний день нам там могло открыться еще дополнительно 100-150% длинной позиции в 2,5-летнем масштабе. Для определенности примем, ну, скажем так, возьмем 120%. Но подчеркиваю, эти 120%, как и 30% в первых двух сделках, вот здесь вот, это пока от капитала 50-х-60-х годов. И в этих 150% 2,5-летней позиции пока как минимум 10% обладает свойствами десятилетнего масштаба. Запоминаем, что пробой первой гигантской оранжевой волны произошел в начале 70-х. То есть вот ее максимум, вот происходил пробой в начале 70-х. То есть десятилетку, как и 2,5-летку, нужно отсчитывать примерно с начала десятилетия. Это, кстати, примерно совпадает и с циклами солнечной активности, как в тот период, так и сейчас. Сдвигаемся вправо к сегодняшним дням. Вот так это у нас происходит. Так вот чуть сдвинем немножко. Циферки захватывать. И вот так вот сделаем. Обратите внимание, что с 70-х у нас формируется шестая свеча роста в десятилетнем масштабе. Раз, два, три, четыре, пять. Вот шестая. То есть 70-е, если взять еще у нас. Раз, два, три, четыре, пять. Вот шестая свеча. В зависимости от системы анализа и оценки рисков, на этой растущей последовательности десятилетних свечей могло быть открыто от 50 до 90% длинной позиции в золоте в десятилетнем масштабе. Но, подчеркиваю, от капитала в золоте 40-х, 50-х годов. Для определенности примем меньшее значение, 50%. В итоге наша длинная долгосрочная позиция 150%. Это по 2,5-летнему масштабу. Обладающая свойствами, то есть она обладает свойствами 2,5-летней позиции. И 50% в этих 150% обладает свойствами 10-летней позиции. Еще раз подчеркну. Этот размер позиции, что размер позиции определяется в золоте и от капитала в золоте. Напомню, что вот эти вот синие и зеленые линии, вот эти, это оценки возможных периодов окончания, соответственно, синей и зеленой четвертых волн. Подробно мы с вами это разбирали в уже упоминавшемся мартовском ролике долгосрочного анализа и прогноза золота в рубле. То есть я на этом здесь останавливаться не буду. Обратите внимание, что свеча 22 года, вот она, годовая, ярко выраженная падающая звезда. Причем, учитывая другие технические характеристики, она значимая и рабочая. Это годовой масштаб, а мы с вами как более естественный предпочитаем полугодовой или 2,5-летний. Так вот, несмотря на это, если будет значимо пробит минимум этой свечи, то и это тоже будет означать существенный рост вероятности достаточно глубокого похода золота вниз к рублю. Но более важным является то, что этот годовой минимум совпадает с 2,5-летним минимумом. Теперь глянем на этот график в 2,5-летних свечах. В силу особенностей графической программы, здесь в 2,5-летнем масштабе график отражен только до сентября 2022 года. Но более поздние цены нам пока не важны. Текущие цены, формирующиеся сейчас следующей 2,5-летней свечи, находятся где-то примерно вот здесь, в районе 5500. Вот такая вот примерно свечка. Здесь мы с вами видим, что как и в 10-летнем, так и в 2,5-летнем масштабе с 80-х годов
вот отсюда примерно, новых волн не сформировалось, и идет формирование больших третьих волн, но разного масштаба. Условно можно сказать, что 2,5-летний масштаб формирует большую третью зеленую волну, вот эту примерно. 10-летний масштаб условно формирует большую оранжевую третью волну, то есть вот эту. А большая синяя последовательность условно строится в полуводовых свечах, то есть вот эта третья волна. Напомню, что возрастание масштаба идет от синих волн к красным. И это означает, что младший масштаб детализирует то, по какому сценарию строится волна в более старшем масштабе. Подчеркну, что это наиболее вероятная сценарная трактовка, но не единственная. Критерии перехода к другим сценариям мы подробно разбирали в упомянутом выше мартовском ролике долгосрочного анализа и прогноза золота в рубле. Из 2,5-летнего масштаба нам необходим еще один очень важный момент. Обратите внимание, что последняя 2,5-летняя свеча ярко выраженная падающая звезда. Вот она. И ее минимум совпадает с минимумом 2022 года. Вот. Что еще важно? Обратите внимание, что больше 10 2,5-летних свечей, вот они, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, там, 10, идут друг за другом со все возрастающими минимумами и максимумами. В зависимости от ситуации, критичной такая конструкция становится либо после пятой, либо после седьмой свечи. И при ее формировании пробой минимума предыдущей свечи означает как минимум либо высокую вероятность приостановки на 2-4 свечи, либо падение. Вероятности критерия сценария падения или консолидации нужно оценивать, переходя на пару порядков вниз, то есть примерно в месячный масштаб. В данной ситуации критичность наступила после формирования свечи большой первой синей волны, вот здесь вот, в нулевых годах. Этот критерий, то есть критическим стал минимум вот этой вот свечи. Этот критерий является скользящим и сейчас переместился в минимум 2022 года, то есть в минимум вот этой вот свечи 2,5-летней. До 10-летней свечи такой критерий находится примерно в минимуме 2010 года, то есть вот примерно вот в этом месте. И если он не будет достигнут до окончания 20-х годов, то он переместится в минимум 20-х годов. То есть будет где-то вот здесь. Или может вот здесь. То есть в том месте, где он будет сформирован. Что это означает с точки зрения 10-летней и 2,5-летней позиции? С 70-х годов прошлого века наращивалась и та, и другая позиция. И поскольку мы с вами стартовали в 20-х годах, из нейтральной позиции, то есть из позиции полностью в золоте, то обе открываемых позиции кредитные. И мы с вами помним, что 2,5-летняя позиция существенно больше 10-летней. А поскольку критерии фиксации 10-летней позиции пока не реализованы, то часть 2,5-летней позиции носит характер 10-летней позиции. Размеры этих долгосрочных позиций очень сильно зависят от используемой системы анализа и объема принятия потерь в серии открытых позиций. Поэтому моя оценка этих позиций будет достаточно условна. Но я руководствуюсь очень консервативным подходом оценки рисков с одной стороны, а с другой округляю эти позиции в сторону уменьшения так, чтобы получились достаточно удобные цифры. Подчеркиваю, здесь нет и не может быть абсолютно точных цифр. Есть только знак позиции и ее примерный порядок величины. В 20-70-х годах у нас были оценки для 10 и 2,5-летней позиции в процентах от капитала именно тех лет, исходя из критериев оценки риска той ситуации и того объема капитала. Но забегая вперед скажу, что в 2022 году эти позиции полностью перекрывались короткими позициями понижения из более младших масштабов. Это мы будем разбирать дальше в этом ролике.
Вспоминаем, что при нынешних ценах на золото в рублях рублевые обязательства по этим долгосрочным позициям, по этим длинным долгосрочным позициям будут копеечными. А закрываться эти длинные позиции будут только в тех объемах, которые необходимы для гашения рублевых обязательств. Поэтому они прикроются полностью, почти не изменив значение коротких позиций, которые будут их закрывать. Но критерии закрытия этих супердолгосрочных позиций, супердолгосрочных длинных позиций, при этом пока не выполнены не будут. А это означает, что динамика рынка в этих долгосрочных представлениях будет ближе к возрастающей. По крайней мере, до тех пор, пока не сработают критерии приостановки этих долгосрочных тенденций. Другими словами, как только сработают критерии закрытия коротких позиций в младших масштабах, наши долгосрочные длинные позиции должны вернуться. Они были рассчитаны из стопов 40-х, 60-х годов. И рассчитывались они от того капитала в золоте. Они в золоте были достаточно большими. Но вследствие очень сильного обесценивания рубля к золоту, рублевые обязательства по отношению к стоимости всего капитала в золоте очень сильно сократились. И почти все золото, купленное на заемные рубли, превратилось в собственные средства. И когда эти копеечные рублевые обязательства прикроются краткосрочными шортами, то мы на некоторое время окажемся без длинной долгосрочной позиции. Но когда выполнятся условия закрытия короткой позиции, и если это произойдет выше критериев закрытия длинной долгосрочной позиции, то мы можем, в принципе, и должны вернуть свои долгосрочные позиции. Встает вопрос, в каком объеме? Предыдущий объем обязательств в рублях, а соответственно и рисков, рассчитывался по стопам, которые находились в 20-40-х годах. Теперь эти стопы по этим позициям поднялись, плюс у нас, то есть поднялись вверх, плюс у нас увеличился капитал. Понимание того, где находятся стопы по этим долгосрочным позициям, которые пока еще не сработали, позволяет нам перенормировать объем 2,5-летней и 10-летней позиции на размер современного капитала и, соответственно, стопов для целей их возврата после того, как будут закрываться прикрывающие их короткие позиции младшего масштаба. В текущей ситуации из оценки рисков размер этих позиций может быть оценен из расстояния до критериев их закрытия, то есть вот до этого места и до минимума 2010 года. Для 10-летней позиции до окончания 20-х годов это будет минимум 2010 года, то есть он примерно вот здесь. А для 2,5-летней это минимум 2022 года, вот здесь вот. Размер 10-летней позиции для целей возврата после фиксации ее краткосрочной позиции можно принять 3-5%, а 2,5-летней примерно 10-12%. Я оценивал риск, исходя из схемы, что общий размер всей длинной долгосрочной позиции это 10-12%, и 3-5% в ней это 10-летняя позиция. Для определенности примем эти позиции 3% 10-летнюю и 10% 2,5-летнюю. Это означает, что вся длинная долгосрочная позиция при ее возврате после закрытия краткосрочных позиций должна быть равна 10%. Но 3% в ней это 10-летняя позиция. То есть критерием закрытия 7% позиции будет являться пробой вниз минимума 2022 года, вот здесь вот. Это 2847 рублей за грамм. А критерием закрытия 3% долгосрочной 10-летней позиции будет являться критерий закрытия 10-летней позиции. Пробой вниз минимума 2010 года. Вот здесь примерно где-то находится он. Это 1030 рублей. Оценка объемов я делал из условия того, что возврат длинных позиций, то есть закрытие коротких позиций младшего масштаба, происходит по ценам чуть выше 3500 рублей. То есть примерно вот здесь. Закрывались короткие позиции. Дальше мы с вами это разберем поподробнее. Для того, чтобы оценить влияние на нашу позицию младших масштабов, перейдем в полугодовой масштаб. Это золото в рубле в 6-месячном масштабе. Вот график. В силу особенностей графической программы здесь данные только до конца марта 2023 года. Вот до сюда.
Здесь достраивается сейчас следующая полугодовая свеча, и текущий рынок примерно вот в этом месте находится. Но пока это несущественно. Напомню, что синие, зеленые вот эти вот циферки и разные голубые – это разметки по Элиоту из нашего мартовского долгосрочного анализа. Если подзабыли или не смотрели, гляньте. Ссылка под роликом. Я на этом сейчас останавливаться не буду. Насчет скепсиса по поводу таких дробленых представлений, полугодовых, 2,5-летних и так далее. Напомню, что в двух крупнейших экономиках, в штатовской и китайской, финансовый год у штатов начинается в октябре, а у китайцев и финансовый календарный год начинается во второй половине февраля в марте. Это, кстати, показатель различий в общественной психологии на уровне ментальных смыслов временных циклов. Если на Западе год начинается с раздела собранного урожая, то есть самое главное поделить и собрать подати и долги, то на Востоке год начинается с подготовки к новому севу, то есть подготовки к созиданию. Вспоминая о нашей Масленице, Россия по своему глубинному менталитету ближе к Востоку. Это физико-экономический смысл различия лунного и солнечного календаря. То есть, что является главным – делить или созидать. Что мы с вами видим в полугодовом масштабе? Чтобы не происходило, подчеркиваю, чтобы не происходило в полугодовом масштабе слева от падающей звезды, вот от этой, 4-го квартала 2021 года, 1-го квартала 2022, то на пробое вниз, вот этой падающей звезды на пробое, во втором квартале 2022 года вот здесь, большинство этих длинных, подчеркиваю, полугодовых и меньше позиций как минимум закрылись. То есть полугодовые, квартальные, месячные, там, недельные там, и так далее. Слово большинство относится к системе анализа. А еще из полугодового масштаба могла быть открыта короткая позиция в размере 4-6%. Она небольшая, поскольку пока ее критерий закрытия вот здесь, в максимуме падающей звезды 6-месячной. Примем размер этой короткой позиции для определенности 5%. Дальше золото съездило вниз и поднялось выше места открытия этой короткой позиции. При этом наша долгосрочная длинная кредитная позиция из более долгосрочного масштаба была 150% в золоте. То есть это 2,5-летняя и 10-летняя позиция все вместе. Но рублевые обязательства по этим 150% в золоте в основном открывались по ценам до начала 2000-х годов. То есть вот до этого времени примерно, в среднем. В основном в среднем где-то в области 100-150 рублей. То есть это примерно вот здесь. Средняя цена была этих позиций. То есть на момент открытия короткой полугодовой короткой позиции в области примерно 4000 рублей, вот здесь, эти рублевые обязательства стали очень небольшими по отношению к оценке всего капитала в рублях. Если его считать по ценам 4-5 тысяч рублей, ну где-то вот здесь. По отношению к текущему собственному капиталу в рублях они превратились из 150% примерно в 4-5%. Рублевые обязательства, взятые в 70-х и 90-х, вот здесь, прошлого века, что и является на самом деле позицией. То есть именно вот эти кредитные обязательства и являются нашей позицией. Потому что по большому счету, на самом деле, это короткая позиция в рубле. Номинально в рублях остались те же, а стоимость капитала, находящегося в золоте, в рублях выросла как минимум в десятки раз. То есть доля заемных средств в собственном капитале от открытия длинной долгосрочной позиции из-за того, что цены золота от места открытия этой длинной позиции выросли в 30-40 раз, то во столько же раз упала и относительная доля рублевых обязательств по отношению к собственному капиталу. Таким образом, прибыль, которую за это время принесла длинная долгосрочная позиция, в десятки раз превысила занятые несколько десятков лет назад рублевые ресурсы. Хочу и еще раз подчеркнуть. Мы не занимаемся игрой на старых данных. Я просто вам демонстрирую, как движется длинная долгосрочная позиция и что она до сих пор еще не закрыта, и она играет достаточно существенную роль в
том, что происходит на рынке. В том числе вот этих вот длинных колебаний, в основном это следствие именно этого. То есть мы сейчас смотрим по величине позиции. Когда делали долгосрочный анализ, мы это разбирали немножко с другой стороны. Мы рисовали волны Эллиота. Сейчас у нас появилась еще одна циклопическая волна, ну та, которая оранжевая. Поэтому появляется 3 максимума. Ну, движемся дальше. Примем для определенности, что на момент открытия короткой полугодовой позиции, то есть вот здесь, эти долгосрочные рублевые обязательства составляют 5% от капитала. При открытии короткой полугодовой позиции в золоте в размере 5% от текущего капитала, эти 5% долгосрочных обязательств в рублях, то есть длинных долгосрочных обязательств, полностью прикрылись короткой позиции полугодового масштаба. Подчеркиваю, только прикрылись, а не закрылись совсем. Десятилетние и 2,5-летние позиции только прикрылись, потому что критерии их закрытия, они находятся вот здесь. Ну и сейчас уже вот здесь перенеслось по 2,5-летней, то есть 10-летняя это примерно вот здесь, а по 2,5-летней тогда была вот здесь, а перешла вот сюда. И поэтому критерии их закрытия, то есть этих долгосрочных позиций, пока еще не реализованы. Это очень важное место в нашей логике. Оно в дальнейшем позволит понять то, откуда и по каким соображениям появляются огромные долгосрочные корпоративные пакеты мажоритарных акционеров. Эти большие пакеты появляются вследствие именно этого принципа, который мы сейчас разбираем. Еще раз хочу отметить, друзья, следить за цифирками, за цифирными результатами и держать их в голове совсем не обязательно. Во-первых, эти цифры сильно зависят от системы анализа и принимаемых рисков. Во-вторых, более важной является сама логика, которая заключается в том, что, как правило, более долгосрочная позиция имеет более широкие ценовые границы жизни, но меньше объемы, чем краткосрочные позиции. Поэтому, когда открывается краткосрочная позиция в противоположном направлении, они просто перекрывают долгосрочную позицию, но только на время. До тех пор, пока более краткосрочная тенденция не прекратится. Но как только она прекращается и уходят краткосрочные позиции, долгосрочные позиции возвращаются обратно. А иногда вследствие ренормировки рисков, мы это дальше посмотрим, вследствие приближения к текущим ценам стопов по этим позициям, эти длинные позиции могут и увеличиваться. В-третьих, к концу ролика конечный результат по размеру длинных долгосрочных позиций в той системе анализа и контроля рисков, которую я использую, я еще раз покажу. Поэтому не переживайте по поводу конкретных цифр. Просто поймите и воспримите принцип и логику того, что я излагаю. Серьезные мажоритарии смотрят на жизнь в очень долгосрочных масштабах, а мелкие масштабы могут только временно колебать их долгосрочные позиции. Если они, конечно, не попадают в вынужденные ситуации, причиной которых, как правило, является злоупотребление кредитами. И, как им кажется, несвоевременные колебания процентных ставок. Но эти колебания ставок специально сделаны такими, что когда накапливается достаточное количество заградитованной залоговой собственности, начинается сбор залогового урожая. Примерно так лишились контроля над своими компаниями Форд, Билл Гейтс, Стив Джобс и многие другие. Я в свое время в конце 90-х на это тоже слегка налетел. Таким образом, по результату взаимодействия 3 долгосрочных масштабов полугодового, 2,5-летнего и 10-летнего мы находимся в нейтральной позиции, то есть позиции полностью в золоте. Полугодовая короткая позиция полностью прикрыла пока долгосрочную длинную позицию. Я еще раз отдельно подчеркиваю, что, во-первых, этот результат нулевой долгосрочной позиции в золоте – это не гранит, а результат сложения только 3 разномасштабных достаточно долгосрочных позиций, которые живут в соответствии с критериями своих масштабов. Если выполняются критерии закрытия позиций коротких масштабов, то позиции из других, по крайней мере, более старших масштабов остаются жить. И, во-вторых, размеры позиций этих долгосрочных позиций соответствуют только рассмотренным 3 масштабам в определенной системе анализа, которой я пользовался.
и очень консервативному подходу в оценке рисков. Напомню, что это результат только рассмотрения позиции золото-рубль. То есть мы рассматривали возможности инвестирования из нашей нейтральной позиции в золоте в рубль или наоборот, работы против рубля. В результате сложения позиций из трех этих масштабов мы оказываемся в нейтральной позиции, то есть в золоте. Сложение и совместное существование позиций разного масштаба, не только, из разного масштаба только на первый взгляд кажется сложной абстракцией. Но на самом деле вы, не замечая этого, занимаетесь этим в повседневной жизни постоянно. Например, вы вышли на улицу утром, ранней весной. С утра еще прохладно. Вы застегнуты и в шапке, и в перчатках. А к обеду потеплело. Вы сняли перчатки и шапку, расстегнулись. Но как только наступил вечер, вы, чтобы не замерзнуть, опять застегиваетесь и одеваете шапку и перчатки. То есть ваша вечерняя долгосрочная позиция в соответствии с сезоном называется холодно. А краткосрочная позиция – обеденное потепление. Это пример взаимодействия позиций разного временного масштаба, стратегии утепления себя любимого. В примере с одеждой это условно взаимодействие недельного или месячного сезонного масштаба и внутридневного масштаба суточного потепления. В такое взаимодействие разновременных позиций и такое взаимодействие временных позиций возникает абсолютно во всем. Примерно по такому же принципу развиваются проекты, в том числе и военные. Примерно по этим принципам развивается зародыш организма. Да и вообще, вся эволюция мира идет по похожим схемам и механизмам. Мы немного отвлеклись. Но сейчас помним, что у нас еще есть позиция золото-доллар. И это совершенно отдельные решения. С рублями они могут быть связаны только через расчет общего риска по максимально возможным потерям от открытия всех позиций и в рубле, и в долларе. И подчеркну, это не реклама сидения в золоте. Мы с вами еще не смотрели в золоте другие активы. В дальнейшем это будет сделано. Точно так же, как мы смотрели золото-доллар и золото-рубль. И вполне может оказаться, что в итоге мы будем находиться в каких-нибудь акциях или облигациях. Чуть-чуть мы с вами это уже глянули в роликах, как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота, как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию, и в ролике роль золота в определении качества облигаций, недвижимости, акций. Ссылка на них под этим роликом. Другими словами, то значение позиции, которое у нас получится после сложения долгосрочных позиций золото-доллар и золото-рубль, это примерная структура активов в результате рассмотрения, подчеркиваю, только этих трех активов. Вернее, этих двух активов, доллара и рубля, и денег, то есть золота, поскольку мы с вами золото считаем деньгами, по крайней мере инвестиционными. Позиции в трех больших масштабах, 10-летнем, 2,5-летнем и полугодовом, относительно невелики и меняются достаточно редко. Позиции в меньших масштабах могут быть существенно больше и меняются гораздо чаще. Но значение долгосрочных позиций крайне важны тогда, когда выполняются условия закрытия позиций в младших масштабах. Подчеркиваю, для того, чтобы держать длинную позицию, не нужно иметь огромное количество денег. То есть надо просто понимать и учитывать ее в своих расчетах. И когда уходят краткосрочные позиции, на свет появляются долгосрочные. Это механизм появления больших корпоративных пакетов. То есть длинные позиции прикрываются краткосрочными, но когда краткосрочная тенденция заканчивается, возвращается длинная долгосрочная позиция. Особенно сильно это проявляется тогда, когда в младших масштабах происходят колебания в узких и длинных коридорах с последующим прорывом из этого диапазона в каком-либо из направлений. Примерно там и рождаются так называемые черные лебеди. Но мы-то с вами понимаем, что за этим поэтическим названием скрывается не только возможность открытия больших позиций из-за узости зоны разделения сценариев, то есть коридоров, но и взаимодействие разногоризонтных позиций. И очень существенную роль при этих прорывах играет то, что большинство участников неправильно понимают то, что на самом деле является качественными, то есть правильными деньгами. А из-за того, что в золоте все тенденции проявляются раньше, как минимум на одну волну Эллиота,
то это приводит к тому, что те, кто смотрит на рынки в валюте, постоянно отстают в своих действиях на 1-2 такта. Им приходится петь песни про черных лебедей или винить во всем каких-нибудь начальников или вовсе злых коварных духов. Запомните, как только вы услышали о чудесах или о какой-то непонятной злой воле, это означает, что перед вами человек, который сам ничего не понимает, и слушать его не нужно. Рынки и экономика подчиняются естественным физико-экономическим законам. И загадочности, и зловещих заговорах в них не больше, чем в параболе, по которой летит брошенный камень. В дальнейшем мы с вами увидим, как применение качественных денег, то есть золота и структурирование позиций, помогает увидеть так называемых черных лебедей не тогда, когда они встали на крыло, а тогда, когда они еще сидят в яйце. Немного на этом мы с вами уже акцентировались в ролике про увеличение доходности операций с недвижимостью при помощи золота. В дальнейшем мы это посмотрим и на других рынках. А поскольку мы будем смотреть и недвижимость, как первое приближение капитальных затрат, и ключевые товары в долгосрочных масштабах, то полученные нами выводы могут быть использованы для разработки корпоративных стратегий. Дальше, как и в золоте к доллару, мы с вами глянем на то, как дополнительно могли повлиять на нашу долгосрочную позицию золото-рубль более младшие масштабы. Для этого переходим в месячный масштаб. Это у нас с вами месячный масштаб золота в рубле. Обратите внимание, что в марте 2022 года, вот здесь, в месяцах, как и в больших масштабах, тоже организовалась качественная рабочая падающая звезда, но со своими месячными критериями ее инициирования. Поскольку мы планируем на этой свече как минимум закрыть длинную, то есть кредитную месячную позицию в золоте, мы не разбираемся с тем, что происходило в месячном масштабе, то есть вот здесь. Левее этой падающей звезды. Там были какие-то длинные, то есть кредитные в рублях месячные позиции, они как-то увеличили капитал. Нам это сейчас не важно. Но по пробою вниз минимума этой падающей звезды, то есть вот здесь, должны были закрыться, по крайней мере, кредитные позиции в размере, необходимом для возврата рублевых кредитов. Подчеркиваю, поскольку это рублевый график, здесь могут быть позиции только против рубля, то есть только рублевые кредиты. И график золото-доллар здесь совершенно ни при чем и не оказывает на принятие этих решений никакого значения. Параметры месячной падающей звезды очень качественные, поэтому по ней могла быть открыта короткая позиция в золоте, имеется в виду короткая месячная позиция в размере 10-15% от того собственного капитала, который был на момент открытия этой свечи, то есть на момент того капитала, который был вот здесь. Для определенности возьмем размер открываемой месячной короткой позиции 10% от собственного капитала на момент пробоя этой падающей звезды. Напомню, что в ситуации, когда мы деньгами считаем золото, то короткой позицией в золоте или инвестицией в валюту считается продажа собственного золота за эту валюту. И еще очень важный нюанс. Открываемую короткую позицию нужно считать и вести именно в рублях, а не в граммах золота. Ведь объектом инвестиции в золото является рубль. И при принятии решения о закрытии этой позиции в рубле мы из этих рублей будем полностью возвращаться в золото. Именно из этих рублей, которые покупали, когда пробивалась вот эта вот свеча. Также напомню, что к моменту формирования этой месячной падающей звезды полугодовая падающая звезда, которую мы только что разбирали, чуть раньше, еще не сформировалась. И, соответственно, фиксации полугодовой позиции и открытия короткой полугодовой позиции еще не было. По-хорошему, полугодовую позицию сейчас в расчетах тоже нужно учитывать. Но чтобы не усложнять цифры и пользуясь тем, что мы знаем, что в мае она закроется, я ее цифры учитывать не буду. Таким образом, без учета полугодовой позиции, у нас к моменту пробоя мартовской месячной падающей звезды, то есть вот здесь, было 5% долгосрочной, то есть 10-летней, 2,5-летней позиции. И на пробое месячной падающей звезды мы открываем 10% короткой месячной позиции. То есть вот здесь было 5% 2,5-летней 10-летней позиции, и мы открываем 10% короткой месячной позиции. В итоге, без учета полугодовой позиции, эти 10% короткой месячной позиции прикрыли на время, подчеркиваю, прикрыли, не закрыли, а прикрыли на время 5%
длинной долгосрочной позиции. И открыли 5%, и общая позиция стала 5% короткой позиции к золоту в рубле. То есть мы инвестировали 5% золота из собственных средств в рубли. То есть без учета полугодовой позиции наша позиция стала 95% собственных средств в золоте и 5% в рублях. Это общая позиция. Далее, в мае на пробое вниз полугодовой позиции, вот здесь, то есть полугодовой падающей звезды, закрылась наша полугодовая длинная позиция и открылась 5% короткой полугодовой позиции, которую мы перед этим рассматривали. То есть мы еще инвестировали из золота в рубли 5%. В итоге, после пробоя в мае дна полугодовой падающей звезды, то есть минимум 2021 года, вот здесь вот, мы перешли в состояние 90% собственных средств в деньгах, то есть в золоте, и 10% инвестиций из золота в рубль. При этом из этих 10% 5% это хвостик от месячной короткой позиции в золоте, то есть инвестиции в рубль из золота, а 5% это полугодовая короткая позиция в золоте, то есть тоже инвестиции из золота в рубль. Идем дальше. В период с июня по ноябрь, вот здесь, 2022 года, сформировались критерии закрытия короткой месячной позиции. Упрощенно можно считать, что это пробой вверх максимум последних 3-5 месяцев. То есть вот этих вот. Это и есть критерии. В декабре 2022 года, вот здесь, произошел пробой. Этот критерий был выполнен. И здесь очень внимательно. Сейчас очень важный момент. В декабре на пробое максимума диапазона июля-ноября, то есть вот этого диапазона, у нас закрывается вся короткая месячная позиция инвестиций в рубль. То есть мы возвращаемся из золота в золото всеми рублями, полученными при продаже золота в марте. То есть вот здесь. Именно всеми рублями. Поскольку теперь цены упали по сравнению с мартом, то на эти рубли мы можем золото купить чуть-чуть больше, чем продавали. То есть мы покупаем на то количество рублей, которые в марте были 10% от нашего капитала. Поскольку золото с марта упало на чуть меньше, чем 30%, то есть вот это расстояние, это примерно 30%, то и золото на эти мартовские рубли мы можем купить почти на 30% больше, чем тогда продавали. Соответственно, наш капитал в золоте немного увеличился, примерно на 3%. Но дальше мы это учитывать не будем. А вот полугодовая короткая позиция в размере 5% пока остается. Поскольку критерии ее закрытия пока высоко. Они находятся вот здесь, вот, в максимуме 2022 года. И вот здесь еще раз, очень внимательно. Общая короткая позиция по золоту, то есть инвестиции в рубли, у нас была минус 10%. Но когда мы закрываем 10% короткой месячной позиции, то есть покупаем золото на все рубли, полученные в марте от продажи золота, то мы должны оказаться в нейтральной позиции. То есть, если бы наша длинная совокупная долгосрочная позиция осталась неизменной, то есть 5%, длинная долгосрочная позиция это 2,5-летняя и 10,5-летняя. Но, как вы помните, мы делали оценку того, как может измениться наша совокупная долгосрочная позиция при ее возврате после временного прикрытия. То есть за счет поднятия стопов, то есть так называемые ренормировки, они поднялись вот сюда, вот и вот сюда. Там мы определили, что она может увеличиться с 5 до 10%. Если успели подзабыть это, то гляньте, это в третьем сюжете, в третьем сюжете этого ролика. Перейти на этот сюжет можно по таймингу, который в описании этого ролика. В итоге, что мы имеем? После закрытия 10% короткой месячной позиции мы с вами находимся в нейтральной позиции, то есть позиции полностью в золоте. Но эта нейтральная позиция есть результат взаимного компенсирования 5% долгосрочной позиции и 5% короткой полугодовой позиции. Но вследствие того, что из-за приближения к текущим ценам стопов по длинной долгосрочной позиции мы можем увеличить размер длинной долгосрочной позиции с 5% от текущего капитала до 10%. То при закрытии короткой позиции мы можем дополнительно открыть еще 5% долгосрочной позиции. То
То есть помимо возврата 10% рублей от месячной короткой позиции в золото, мы можем дополнительно купить еще 5% в долгосрочный рублевый кредит для увеличения долгосрочной длинной позиции с 5 до 10%. Таким образом, общая суммарная наша позиция после закрытия 10% месячной короткой позиции и увеличения вследствие ренормировки длинной долгосрочной позиции станет нейтральная позиция в золоте плюс 5% длинной позиции в золоте. Напомню, что длинная позиция в золоте – это дополнительное золото к нашей нейтральной позиции, купленное за рублевый кредит. При этом эти 5% длинной позиции есть результат взаимодействия ренормированной, то есть увеличенной с 5 до 10% длинной долгосрочной позиции с 5% короткой полугодовой позиции. Это очень важный момент для понимания. Эти 5% результирующие длинной позиции в золоте не результат того, что мы в декабре открыли длинную позицию в каком-либо из масштабов, а результат того, что мы закрыли краткосрочную короткую месячную позицию и покупки 5% ренормировки для ренормирования длинной долгосрочной позиции. Заметьте, возможность управления с учетом долгосрочных тенденций не требует слишком большого капитала и вообще никак не зависит от его размера. Это напрочь убивает тезис о том, что для того, чтобы работать с учетом долгосрочных тенденций рынка, необходим большой капитал. Мы с вами все расчеты ведем в процентах от капитала. И вы сами видите, что для учета долгосрочных тенденций в своих инвестиционных действиях нужен не большой капитал, а нужны мозги. Акцентирую ваше внимание на том, что небольшие деньги позволяют учитывать долгосрочные тенденции, а наоборот, правильный учет долгосрочных и краткосрочных тенденций приводит к большим деньгам. Но если бы изначально длинная 10 и 2,5-летняя летняя позиция была бы чуть больше, скажем, не 5%, а 7%, то даже и без ренормировки мы в результате закрытия короткой месячной позиции получили бы суммарную длинную позицию, положительную позицию в 2%. Она была бы результатом сложения 7% длинной долгосрочной позиции и 5% пока остающейся короткой полугодовой позиции. Подчеркиваю, конкретные точные цифры не очень важны. Важен принцип сложения позиций разной срочности. И плюс я показываю вам возможности использования техники ренормировки позиций вследствие приближения стопов по вашей системе анализа и прогнозирования рынков. Но подчеркиваю, что при применении нормировки риск потерь по позиции по мере движения рынка в вашу сторону происходит гораздо медленнее. Поэтому ренормировка – это не обязательное действие, а возможность осознанного увеличения риска с возможностью его численной и вероятностной оценки. В итоге в нашем варианте с ренормировкой длинной долгосрочной позиции месячная 10% короткая позиция закрылась и осталось 10 очень долгосрочной длинной ренормированной позиции, которые пока временно уменьшены 5% короткой полугодовой позиции. То есть мы имеем 5% результирующей длинной позиции. Это та часть очень долгосрочной длинной ренормированной позиции, которая стала видна из-за короткой полугодовой 5% позиции. Мы посмотрели только данные до месячных. В силу контроля рисков возможных потерь месячные данные позволяли открывать те размеры коротких позиций, которые мы открывали. Но если бы мы с вами пошли в недельные, дневные, часовые и так далее, вплоть до минутных данных, то могли бы открыть гораздо большие короткие позиции. Вплоть, это имеется в виду вот здесь, вот в этом месте. Вплоть до того, что могли бы получить и чистую отрицательную позицию по золоту, то есть кредит в золоте, размещенный в рублях. Но тогда в диапазоне июня-декабря, то есть вот здесь вот, но когда в диапазоне июня-декабря, то есть это вот здесь, начали бы выполняться условия закрытия этих мелкомасштабных коротких позиций, то к моменту их полного закрытия мы опять должны будем оказаться в той длинной позиции, которую мы только что определили, и которая является следствием условного сложения длинной очень долгосрочной позиции и короткой полугодовой.
Единственное, что если мы удачно поработали в коротких позициях, вот здесь вот, в маленьких масштабах, то собственный капитал в золоте у нас, естественно, увеличился бы. И, может быть, можно было бы переоценить размеры наших рисков очень долгосрочных длинных позиций на новый капитал, что могло бы привести к их некоторому дополнительному увеличению вдобавок к нормировке, которая вследствие стопов, то есть которая поднятие. Резюмируя, мы можем подвести итог. В паре золото-рубль. После выполнения условий закрытия части месячных краткосрочных позиций в период июня-декабря, то есть вот здесь вот, 2022 года, мы оказываемся в нейтральной позиции, то есть полностью в золоте и плюс в чистой длинной позиции в размере около 5%, открытой за счет рублевого кредита. Эти 5% длинной позиции являются результатом того, что 10% очень долгосрочной 2,5-летней и 10-летней ренормированной позиции временно прикрыты 5% короткой полугодовой позиции. Подчеркиваю еще раз. Это результат взаимодействия долгосрочных позиций. Обратите внимание, мы еще не открывали длинных позиций в масштабах меньше месячного на данных июля-декабря. То есть вот в этом месте. В месячных данных этого периода не было критериев открытия длинной позиции. Они были только в днях, неделях и более мелких масштабах. И они могли бы существенно увеличить нашу длинную позицию. Начиная с декабря 2022 года, вот отсюда, после закрытия короткой месячной позиции ни с месячной, ни с полугодовой, ни с 2,5-летней позиции ничего не происходило. Ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Напомню, что критерием открытия месячной короткой позиции является пробой минимума 2022 года. То есть вот это вот место. В силу того, что от места возможного открытия этой короткой месячной позиции, вот отсюда, это чуть ниже 3000 рублей, вот здесь вот, до критерия отмены этой тенденции очень далеко. Это вот здесь вот, максимум 2022 года. Для полугодовой позиции схема та же самая. То как и полугодовая, так и месячная позиция при этой схеме открытия могут быть только очень маленькой. Подчеркиваю, если этот пробой произойдет, она будет маленькая именно как месячная или как полугодовая позиция, а не позиция какого-либо меньшего масштаба. Эта ситуация с критерием для возможности открытия очень маленькой месячной и короткой позиции будет сохраняться как минимум несколько месяцев. Или если не сформируется качественная месячная падающая звезда. Как мы уже говорили раньше, критерием закрытия 2,5-летней длинной позиции является пробой минимума 2019 года. То есть вот здесь вот. А для 10-летнего тренда этот критерий находится в минимуме 2010 года. Ну, его здесь не видно, я не буду туда рынок откручивать. Критерием закрытия действующей короткой полугодовой позиции на ближайший год-полтора является пробой вверх максимума 2022 года, как мы уже говорили раньше. Это 8000 рублей. Поэтому она с нами будет еще долго. Таким образом, в ближайшие несколько кварталов мы с вами находимся в нейтральной позиции, то есть в золоте, плюс около 5% длинной позиции за счет рублевого кредита. Она является результатом сложения длинной 10-летней и 2,5-летней позиции и короткой полугодовой позиции. И все, что с ней может пока происходить, это либо ее уменьшение, либо увеличение за счет позиций, открытых по недельным тенденциям и ниже, в днях, часах там, и так далее. Месячная, короткая или длинная позиция в ближайшие пару-тройку месяцев пока появиться не может. Если, конечно, не организуется падающая звезда в месяцах. Обратите внимание, что основной причиной разворота в период с июня по декабрь, вот здесь вот, 2022 года и последующего мощного взлета вот этого, являлось то, что выполнились условия закрытия короткой месячной позиции, а длинная долгосрочная позиция оставалась положительной. И общая долгосрочная позиция у нас суммарная оставалась, то есть была положительной. Теоретически, понимая, что в июне-ноябре 2022 года, вот здесь вот,
сформировались условия закрытия месячной короткой позиции, мы могли попробовать поработать вверх с длинной недельной или дневной позиции. Первый раз мы могли открыться в неделях или днях в длинной позиции в золоте к рублю в декабре 2022 года, то есть примерно вот здесь вот. Подчеркиваю, эти длинные позиции – это в дополнение к нашей нейтральной позиции и небольшой длинной долгосрочной позиции. И все эти действия абсолютно никакого отношения не имели к динамике золота в долларе. Решение по позиции золото-рубль – это абсолютно самостоятельное решение. И четко нужно понимать, что наша нейтральная позиция – это позиция в золоте. И из нее мы принимаем решение инвестировать в какой-либо актив, в данном случае в рубль, или наоборот, открываемся против этого актива в короткую позицию, то есть кредитуемся в него. Ну и не забываем, что у нас к нейтральной позиции добавлена небольшая долгосрочная длинная позиция, которая будет с нами достаточно долго болтаться. В данном случае мы открываемся в короткую позицию в недельном масштабе против рубля. То есть занимаем рубль и продаем его за золото. В традиционном понимании это длинная позиция в золоте за счет рублевого кредита. Но заметьте очень важное отличие. Вот здесь это место нужно очень хорошо понять. В традиционном понимании в этой ситуации размером позиции будут граммы золота, и когда будут определены признаки разворота тенденции роста или ее приостановки, то, закрывая позицию, продавать мы будем фиксированное количество грамм, которое покупали. В нашем же подходе позиция считается не граммы золота, а размер рублевого займа. И при определении условий приостановки или разворота тенденции золота к рублю, закрытием позиции мы считаем возврат конкретного количества занятых рублей. И продаем мы для этого не то количество золота, которое покупали, а только то, которое необходимо для возврата рублей. Очевидно, что если мы правильно определили тенденцию роста, то в нашей парадигме, то есть считая деньгами золото, продавать мы будем меньше, чем покупать, оставляя прибыль в золоте. Дни мы смотреть не будем. Первая фиксация понедельной длинной позиции могла быть в январе 2023 года. То есть вот здесь вот примерно. Вторая ее фиксация после повторного открытия в январе. То есть в январе же по неделям мы могли еще дополнительно открыться вверх. Могла быть в апреле 2023 года. То есть вот здесь вот. Апрель-май. Вот этот вот промежуточек. Подчеркиваю, это не игра на старых данных. Последнюю возможность я описывал в среднесрочном анализе и прогнозе динамики золото-рубль. Напомню, что при этом мы выходили из длинной позиции по золоту, то есть при фиксации я имею в виду вот здесь вот, не глубже нейтральной позиции, то есть позиции в золоте, плюс небольшая долгосрочная позиция около 5%. То есть когда мы фиксировались вот здесь по длинной позиции понедельной, то фиксировались мы не глубже, чем позиция в золоте плюс 5% долгосрочной длинной позиции. И, соответственно, продавали бы золото ровно столько, чтобы только покрыть рублевые займы. А прибыль бы оставляли в золоте, увеличивая нашу нейтральную позицию, то есть собственный капитал. Сейчас, после фиксации недельной позиции в апреле и конце июля, у нас могла открыться небольшая дополнительная позиция, недельная позиция, на неделе примерно 17-21 июня. Она могла на неделе 17-21 июня она еще дополнительно могла увеличиться. Но поскольку стопы по ней достаточно далеко, то недельная позиция небольшая, где-то в пределах 7-10%. В днях она могла быть и больше. Очень сильно, но достаточно дальним критерием закрытия этой длинной краткосрочной позиции в днях или неделях на ближайшие несколько месяцев может быть пробой вниз скользящего вверх минимума предыдущего месяца. То есть вот отсюда вот сюда и так далее. Этот критерий грубоватый, но очень сильный. Он следует из того, что мы имеем в сентябре 2022 года, вот здесь вот, уже 10 непробитых месячных минимумов. Вот они.
Этот критерий начала коррекции работает обычно с 5-7 свечи, в зависимости от нескольких других технических критериев, и применим во всех масштабах, вплоть до минутного. Этот признак очень часто завершается формированием падающей звезды. Максимум апреля 2022 года, то есть вот здесь вот он, вот этот максимум. В неделях и днях с очень невысокой вероятностью можно считать максимум третьей волны. Тенденции в недельном масштабе с октября 2022 года по настоящее время. То есть вот отсюда. То есть для вот этой тенденции этот максимум можно считать максимум третьей волны внутренней. И, соответственно, для корректировки окончания всей этой пятиволновки можно воспользоваться эллиотовской проектировкой Фибоначчи. Но здесь одна тонкость. Фрагмент июня-октября, вот этот вот 22 года, не очень корректно считать первой волной, поскольку тогда масштаб предполагаемой второй волны, то есть вот этой вот волны второй, предполагаемой августа-октября, будет существенно больше предполагаемой четвертой волны, то есть вот этой вот мая 23 года. Поэтому наиболее вероятно, что фрагмент июля-октября 22 года это либо волна А, Б, либо это первая волна. Но для нее еще не начала формироваться ее четвертая волна. То есть где-то вот здесь. Именно разрешение этого факта и будет определять сценарий долгосрочной динамики золота в рубле. То есть это разрешение того факта, чем является фрагмент июня 2022 года по настоящее время. То есть чем является вот этот фрагмент. Является ли он коррективной волной, сильно растянутой волной С, то есть вот это вот волна С, или весь вот этот вот фрагмент с июня 2022 года по настоящее время является импульсной пятиволновкой с сильно растянутой третьей волной, то есть вот этой вот, которая еще пока не завершена. Эта коллизия разрешится тем, откатится ли золото из области 6500, то есть вот примерно вот отсюда, куда мы планируем ее, где мы планируем ее завершение. После формирования маленькой пятой волны с мая 2023 года по настоящее время, там, ну и так далее. То есть откатится ли вот эта коррекция в своей, то есть откатится ли эта коррекция в область предполагаемой конструкции А и Б, то есть вот сюда вот, то есть конструкции июля 22 года, ноября 22 года, или она становится выше и тем самым подтвердит, что конструкция июня-октября, то есть вот это вот первая волна, и начнет формировать, то есть и тогда начнется, и тогда, если эта остановка будет выше, то это будет означать, что это дно четвертой волны большего масштаба. И если после этого сформируется качественная пятая волна, то есть после вот этого отката, то мы с вами с высокой вероятностью будем иметь предположение, что вся вот эта конструкция июль 22 года, ну и там по четвертой волне, по конец 23-го, там, начало 24 года, будет импульсной волной. И может быть пятой большой синей волной. То есть вся эта конструкция тогда станет. Которая завершит формирование большой третьей зеленой волны. То есть пятая синяя волна завершит вместе с третьей там, и так далее волнами, вот с этой четвертой, завершит формирование третьей большой синей волны. И мы тогда вправе будем ожидать начала формирования большой четвертой зеленой волны. Пока первой очень сильной поддержкой для золота, если начнется его коррекция после формирования предполагаемой пятой волны где-то вот из этой области, является уровень 4900 плюс-минус 150, то есть примерно вот здесь.
вот в этой области будет очень сильное сопротивление. С учетом всего сказанного, для проектировки предполагаемого окончания пятой внутренней волны, то есть вот этой вот волны, начавшейся в мае 2023 года, то есть вот здесь вот в этом месте, дном пятиволновки, от которого можно откладывать 100% Фибоначчи до вершины третьей волны, то есть расстояние вот отсюда нужно откладывать. Наиболее вероятно нужно считать минимум сентября 2022 года, то есть вот отсюда, и до вершины третьей волны откладываем 100% и переносим в минимум внутренней четвертой волны. И получаем проектировку Фибоначчи. И получаем проектировку Фибоначчи. Вот она. Альтернативу же дно июня 2022 года нужно считать менее вероятной. Но совсем сбрасывать ее со счетов нельзя, поскольку если откат все-таки, как мы уже отметили, после формирования пятой волны вот здесь, пятой внутренней волны вот здесь вот, которая началась в мае, вот из этого места, не дойдет, то есть если этот откат не дойдет своим закрытием какого-либо из своих месяцев вот до вот этой конструкции, то эта конструкция будет с высокой вероятностью претендовать на право первой волны, но чуть большего масштаба. Резюмируя все сказанное, можно ожидать максимума маленькой пятой волны конструкции с октября, то есть вот этой вот пятой волны, всей вот этой конструкции с октября 2022 года по настоящее время по проектировке диапазона, по проектировке Фибоначчи в диапазоне примерно 6300-6500. То есть примерно вот в этом вот месте мы ожидаем окончания. Это полностью согласуется с проектировками из долгосрочного и среднесрочного прогнозов. Ссылка на них под этим роликом. В районе 6000, вот здесь вот, я ожидаю как минимум приостановки золота к рублю. В днях это наиболее вероятно будет внутренняя четвертая волна, но опять же уже очень маленького масштаба. То есть внутренняя четвертая волна вот этой вот пятой волны, которая началась в мае 2023 года. Но если начало коррекции в этой области совпадет с пробоем минимума предыдущего месяца, то есть это вот этот вот критерий 10-месячный, о котором мы говорили, или если будет сформирована падающая звезда и будет пробита вниз, то возможно и очень глубокая коррекция в район 4300, вот сюда вот, 4900. То есть сразу может начаться вот эта вот коррекция. Но подчеркну, как было сказано ранее, первую сильную поддержку золото получит в области 4900. Вот здесь вот. Плюс, 4900 плюс-минус 150 рублей. Таким образом, сейчас в золоте к рублю, помимо нейтральной позиции, то есть полностью в золоте, мы находимся в двух длинных позициях в золоте. Одна длинная позиция в золоте в размере 5%. Это результат взаимодействия длинных 10-летней, 2-летней и 2,5-летней позиций и короткой полугодовой. Еще мы имеем около 7-10% недельной длинной позиции в золоте к рублю. Недельная позиция может быть в принципе побольше, то есть если там если ее постепенно наращивать. Дневные позиции могут быть еще больше, но их мы разбирать не будем. Факт того, что долгосрочная картина в рубле к доллару структурно пока не очень сильно отличается от динамики золото-рубль, отражает, во-первых, тот факт, что рубль несколько десятков лет был полуколониальной, полностью зависимой от доллара валютой. А во-вторых, отражает тот факт, что из России ежегодно вытекало по несколько десятков, а иногда и сотен миллиардов долларов настоящего капитала. Обращаю ваше внимание, что проделанный сейчас анализ по золоту к рублю фактически без изменений применим к анализу
фрагмента доллар-рубль с июля 2022 года по настоящее время. С другой стороны, если вы внимательно смотрели ролики с анализом долгосрочной позиции и долгосрочной динамики золота к рублю и золота к доллару, то, используя эту аналогию динамики доллар-рубль, вы могли догадаться, что текущая среднесрочная растущая динамика доллара к рублю в последние несколько кварталов определяется очень долгосрочными причинами и факторами. По крайней мере, весьма существенными являются факторы, начавшие свою историю почти с предательских, чудаковатых глупостей Хрущева в конце 50-х, начала 60-х годов. А это циклопические процессы, усиленные тенденциями в триллионы долларов 90-х и нулевых годов. А это энергия десятков, а может и сотен миллионов людей, громадные энергетические материальные потоки. Соответственно, и аналогичного масштаба интересы различных участников этих процессов. Падение рубля к доллару с конца 2022 года по настоящее время и его масштабы являются совершенно объективными и определяются динамикой и процессами последних десятилетий, вплоть до конца, начавшихся с конца 50-х годов прошлого века. Все эти процессы были затеяны с одной единственной целью – настроить через приватизацию вывод капитала из страны. Именно вывод капитала из страны и является главной причиной постоянной девальвации рубля к доллару. Для возможности и максимизации этого вывода в 90-е была настроена вся законодательная база, включая и Конституцию страны. А сам этот тренд падения рубля к доллару делает неэффективными инвестиции в Россию из собственных средств. В этой схеме постоянной девальвации рубля эффективными могут быть только инвестиции за счет рублевых кредитов, поскольку эффективная долларовая ставка на долгосрочных отрезках была, как правило, отрицательна. И стенание как бы патриотов о том, что ЦБ что-то там девальвирует, как правило, защищает желание тех, кто выводит капиталы из страны. Они же хотят покупать доллар подешевле, но именно эти собственники приватизированных советских предприятий, вводящие капитал, и являются основной причиной периодических девальваций. Центральный банк играет в этом второстепенную сглаживающую роль. И в рамках действующих законов и этого наследства чубайсовской приватизации 90-х ни ЦБ, ни президент и никто другой сделать ничего кардинального не смогут. Для этого нужно круто менять законодательную базу, включая и некоторые разделы Конституции. То есть необходимы фактически системные изменения, но сделать быстро этого нельзя. Похожая ситуация в нашей стране была в конце 20-х, начале 30-х прошлого века, когда начиналась индустриализация. И у Иосифа Виссарионовича для решения этой проблемы было не более 10 лет. Поэтому он решал методами, которыми решал. Владимиру Владимировичу удалось выиграть у Запада для этого процесса реформ больше 20 лет. Поэтому его реформы идут более мягкими методами. Но сейчас с высокой вероятностью мы находимся в ситуации начала 30-х годов. И у нас есть не больше 5-8 лет, чтобы быть готовыми к главной схватке с Западом. Потому что он в середине десятых осознал, что Россия отказывается одевать ярмо и идти в стойло. Агрессия Запада началась бы и раньше, но он в силу потери колонизаторского профессионализма прохлопал ушами выход России из-под контроля, восприняв завязывание берцев за стояние на коленях. Если условно принимать тенденции, зародившиеся в СССР в конце 50-х, начале 60-х, за начало тренда, а его условный максимум это нулевые десятые годы, то это 60-70 лет. Соответственно, коррекция этого условного тренда, прежде чем она приведет к очень существенным переменам, может занять от 30 до 60% от времени развития этого тренда, то есть от 20 до 40 лет. Примерно в такие же сроки можно оценить начало проявления стратегических результатов от эволюционных реформ Владимира Владимировича Путина. Но отмечу, что первые 20 лет
уже прошли. И мы с вами с высокой вероятностью находимся в самом начале стратегического взлета России. И, кстати, заметьте, перемены по сравнению с 90-е, началом нулевых, произошли просто колоссальные. Но, как было сказано в одной великой книге, скоро только кошки родятся. Для тех, кто смотрел ролики с глобальными прогнозами по золоту, рублю и доллару, должно быть очевидно, что и золото, и доллар к рублю движутся в соответствии со сценариями наших долгосрочных прогнозов. И, кстати, в соответствии с сценариями среднесрочных прогнозов тоже. Но, тем не менее, вы, наверное, уже поняли, что рост доллара к рублю в последний год имеет чрезвычайно долгосрочные причины, которые имеют совершенно циклопический масштаб. Одно из определений политики утверждает, что политика – это искусство возможного. Теперь вы достаточно осмысленно и аргументированно можете утверждать, что это справедливо и в случае глобальных финансов и глобальных тенденций на финансовых рынках. А над утверждениями румяных борцов за справедливость, что Набиуллина что-то там куда-то сливает, можно просто улыбнуться. В этих утверждениях почти ничего нет, кроме борьбы за возможность порулить самим. И, может быть, как раз и реализовать то, в чем с энтузиазмом обвиняются другие. Мы всегда, о чем бы ни говорили, по большей части рассказываем о себе и о том, что хотим сами. В следующей четвертой и последней части темы ролика «Золото, доллар, рубль. Как сохранить стоимость структуры сбережений капитала» мы с вами объединим позиции золото-доллар и золото-рубль. Сделаем корректировку среднесрочных прогнозов золото-доллар и доллар-рубль. А также сделаем возможную адаптацию стратегии управления структурой долгосрочных сбережений для тех, кто сейчас находится полностью в рубле, полностью в долларе или в смешанной позиции. В долларе и рубле. После этого мы начнем смотреть другие активы в валютах и золоте. Постепенно наша общая картина в золоте на то, что происходит на финансовых, фондовых и товарных рынках, начнет расширяться. И за счет того, что мы смотрим на нее и в настоящих деньгах, то есть в золоте, и в валютах, она будет систематизироваться в ваших головах. И постепенно приобретет более простой и логичный вид по сравнению с той какофонией, что сейчас царит в общепринятой аналитике. При этом по мере необходимости мы будем корректировать среднесрочные прогнозы золота, рубля и доллара и постепенно добавлять к ним долгосрочные и среднесрочные прогнозы в золоте и валютах для новых активов. Таким образом, постепенно будет расширяться и наша долгосрочная среднесрочная позиция. Но смотреть мы на нее будем также из позиции в настоящих деньгах, то есть из золота. Коррекция прогнозов будет выходить не хронологически, а тогда, когда этого требует рыночная ситуация. Поэтому, если для вас это важно, то подписывайтесь на наш с вами канал, чтобы смотреть ролики вовремя и не упускать своих возможностей. Задавайте вопросы и обсуждайте в чате то, о чем мы с вами говорим на канале. Я не гарантирую, что смогу ответить абсолютно на все вопросы, но в любом случае ваши обсуждения и вопросы мне очень важны, поскольку позволяют корректировать последовательность излагаемого материала с учетом наиболее интересующих вас тем. И в конце хочу предупредить, что все, о чем я говорил в этом ролике и вообще говорил и скажу на этом канале, является моей личной точкой зрения и не является ни побуждением вас к действию, ни консалтинговой услугой, ни вообще никакой услугой. Это моя точка зрения, а не истина в последней инстанции. В какой-то мере это и определенная дискуссия, и обмен точками зрения. На этом разрешите пожелать вам ясности, спокойного созерцания мира и попрощаться с вами до следующего ролика. До новых встреч, друзья!